Здравствуйте, господа! Сегодня у нас вторая серия по китайскому фонарику. Убираем мигающие режимы из него. То есть в первой серии, кто видел, я удалил мигающие режимы, но они остались в фонарике, получается. Просто можно пользоваться фонариком, задействовав один режим, который вам нужен. То есть я их оставил в фонарике для того, чтобы воспользоваться ими в какой-то в каком-то нужном нам случае, получается. Либо воспользоваться стробоскопом от собак там, или ослепить противника, либо сигнал SOS подать. То есть разные случаи в жизни бывают. Но так как в комментариях много сказано о том, что ничего не понятно, ничего не изменилось, то есть решил я это видео не то что переснять, я решил снять видео, как убрать, наглухо убрать эти режимы, оставить один. Один конкретно тот, что вам нужен, там, яркий, допустим. Итак, сейчас приступим, пробежимся немножко по режимам, что я сделал в прошлый раз с фонариком. Вот у нас получается яркий режим. Мы можем переключиться во второй режим энергосберегающий, то есть третий, потом стробоскоп, потом у нас сигнал SOS. Вот, яркий. Мы выключаем фонарик вот в ярком режиме. Мы выключили, видите? Все, буквально там 1-2 секунды, чтобы там память, скажем так, не могла считать. И мы обратно вот включаем в ярком режиме. Вот, в ярком. Это первый режим. Вот я его выключаю. Я выключил в ярком. Опять включаю. Вот у меня яркий режим. Чтобы убедиться, что это яркий все-таки режим. Вот у меня. Раз, два, стробоскоп, SOS, яркий. Ну, понимаете, в чем суть? То есть я выключаю в ярком и включаю в ярком. То есть мне не нужно по кругу вот это вот делать, по кругу прощелкивать эти режимы, чтобы выключить фонарик, как оно было раньше. Вот мы выключили в ярком и в ярком же включили. Ну так как, говорю, повторюсь, многие недопоняли там как-то, поэтому будем сейчас устранять наглухо режимы все, то есть оставим один яркий. Так, итак, разбираем наш фонарик. Ну, как бы разборку, кто недопонимает что-то, как сделать, допустим, инструмент, который снимает вот эту насечку. Я оставлю в описании ссылку здесь. То есть, кто захочет, посмотрит, там повторится, потому как не могу я во втором видео обратно таки же то же самое снимать. Итак, мы разобрали фонарик, вынимаем сам механизм с микросхемой, так сказать. Достаем микросхему, кому чем удобно. Я вот люблю работать вот этим пинцетом. Мне он как бы подходит. Вот. Чему? В первом видео вот сказано, что надо было сделать, чтобы устранить режимы, ну, оставить их в фонарике, ну, как бы пользоваться одним, который нам нужен. Вот, мы впаяли резистор на 1 мегаом. В данном случае мы сейчас резистор убираем. Вот у нас нагрелся паяльник. Так. И вот так. Все, резистор мы убрали. Здесь у нас отпаялся проводок, но это не столь важно. Потом мы его припаяем. Все. Можно, в принципе, проводок сразу припаять. Потому что уже мы сюда, в это место возвращаться не будем. Все.
Проводок мы наш припаяли. Дальше, что нам нужно сделать? Нам нужно вместо резистора в эту вот схему, я и оставлю фото, я сфоткаю, или где-то у меня может есть фото именно голой схемы. Нам нужно сюда впаять перемычку, которая позволит нам включать наш фонарик напрямую. Для этого нам понадобится проводок, там, допустим, у меня есть вот такая вот проводочки там с какой-то там батареи, с ноутбука или с этого, с контроллера, короче, заряд. Ну, неважно, то есть берем проводок, откусываем, немножко флюса. Так. Ну и залудим его немного, чтобы нам его впаять в нашу схему. Так. Изгибаем его таким вот образом, с кобликом. И возвращаемся к нашей схеме. Вот здесь у нас минус по внешнему кругу. Вот контакт, где мы будем припаиваться на минус. Можно в любом месте, абсолютно в любом, где минус пошел по кругу. Ну, так как здесь самый удобнее всего, так мы здесь и будем припаиваться. Дальше. Припаиваемся мы вот в эту точку. Вот как наглядно здесь видно, у нас будет идти прямой контакт на резисторы. Только подавляющие, только понижающие, получается. Резисторы, через которые подается ток уже на сам светодиод. Ну, дабы он не сгорал. То есть, получается, здесь, по сути, как бы вот она идет контакт вот так, но 4 резистора стоит. Ну, я думаю, по той причине, что они SMD, не вижу маркировки. Скорее всего, они нагреваются, и как бы весь вот этот, вся нагрузка распределяется на 4 резистора. Ну, чтобы не сгорали они. Поэтому впаиваем нашу перемычку на данные контакты и посмотрим результат. Так, перемычка. Перемычка. Люблю я такие мелкие работы. Вроде все было хорошо, все работало. Нет, таки пришлось переделывать. Ну, что не сделаешь, как бы, по многочисленным просьбам трудящихся. Сейчас мы это все переделаем. Так. Хорошо упаиваем, не спешим, как я. Ну, с флюсом дело пошло. Ставим наш проводок стоя. Так, еще раз проверяем качество пайки. Ничего нигде не коротит. Ну, собственно говоря, вот что у нас получилось. Видно, да? Вот мы с минуса. Вот отсюда с минуса припаялись вот сюда, на это пятно контакта. Все. Как бы, в принципе, можно собирать. Мы обошли вот этот. Я думаю, все-таки это транзистор. Ну, как бы, может быть и микросхема, но я не могу прочитать маркировку. Нет у меня микроскопа на данный момент. Я все-таки думаю, что это транзистор. Ну, хорошо, собираем нашу схему. Места для проводка здесь достаточно.
Вот мы его поставили. Берем фокусную вот эту часть, резиночки аккуратненько вставляем, чтобы не повредить резиночки. Берем корпус, наш чудо-инструмент самодельный. Ну, собственно говоря, можно поставить аккумулятор, но потом поставим уже линзу. Так, вот она, наша линза. Можно и не ставить линзу, но уже соберу. Я не знаю, буду ли я так оставлять в таком состоянии его. Скорее всего, что я себе все-таки туда фонарик впаяю резистор. Мне мало ли, когда эти режимы могут пригодиться. Ну, по сути, вот, все. То, что хотели трудящиеся. Вот у нас один режим, классой, не классой. То есть, как бы, вот он. Я надеюсь, кто был недоволен, доволен. Ставьте лайки, господа. Подписывайтесь на канал, кому полезно данное видео. До новых встреч!